Всем привет! Меня зовут Наташа, рада вас видеть на своем канале. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех событий. В этом видео шьем с вами детский комбинезон, размеры от 56 до 74. Выкройка бесплатная, ее вы можете скачать в описании под этим видео. Ссылки все оставляю. Такой комбинезон очень удобный, ручки здесь заворачиваются, посмотрите как. Передняя часть. Я немножечко ее изменила, удлинила на 6 сантиметров, вот эту вот часть переда. Ручки я добавила плюс 3 сантиметра. И больше, в принципе, я ничего здесь не меняла. Я примеряю на свою куклу, она размером у меня с новорожденного. Одеваем шапочку. Именно такую шапочку вы можете приобрести у меня. Есть разные размеры для новорожденных и постарше. Посмотрите, как хорошо закрыты ушки. Сзади головка тоже все закрыто. Я шила 62 размер по этой выкройке. И посмотрите, как хорошо здесь у меня получилось. То, что я переднюю часть увеличила. Плюс 6 сантиметров и ручки удлинила. По желанию вы можете поставить шляпную резинку на капюшон, чтобы он стягивался. Но в принципе и так тоже хорошо. Если вы будете шить из более плотной ткани, то такой комбинезон можно носить и в прохладное время года. А у меня получился комбинезон как поддева под теплый конверт. Свой комбинезон я шила из хлопка стопроцентного. Ткани я приобрела в магазине Полка Хлопка. Заходите в этот магазин, ссылки оставлю в описании к этому видео. Там большой выбор разных и красивых принтов. Качественные ткани, я рекомендую этот магазин, мне он очень нравится. Я заказывала эти ткани именно там. Ткани турецкие, посмотрите, здесь на кромке даже все это написано. И принты, конечно, интересные, я таких не встречала. Вот так выглядит выкройка. Здесь идут разметки под контактную ленту, но вы их можете перенести как вам удобно, поставить эту липучку. Здесь идет передняя часть, задняя часть и деталь рукава. Передняя и задняя часть, они идут со сгибом. Подготавливаем все детали. Мне потребовалось для моего размера всего 80 сантиметров ткани. Обращайте внимание на направление рисунка. Поскольку у меня рисунок располагается горизонтально, я буду выкраивать все детали по утку. Перед пошивом ткань я постирала и хорошо отутюжила ее. Прикладываю деталь выкройки к сгибу. На припуске я добавляю 1 сантиметр и выкраиваю все детали. Вот здесь, посмотрите, снизу есть вот такое вот закругление. Это для размера 56. Далее все размеры выкраивайте прямо, без этого скругления. Мой комбинезон будет служить в качестве поддева под теплый конверт. Или такой комбинезон можно носить самостоятельно в холодные летние денечки. Если вы хотите сшить более теплый вариант, сшейте, например, верх из плащевой ткани, а вовнутрь поставьте ворсовую ткань, такую как плюш, либо велюр, чтобы было тепленько малышу. В качестве наполнителя я рекомендую использовать холофайбер листовой или альпалюкс. Переносите все отметки, это очень удобно, потом вам в пошиве изделий пригодится. На рукавах делаем отверстия и тоже добавляем по 1 сантиметру на припуске, не забудьте их добавить. Выкраиваем деталь переда и помним, что нужно добавить плюс 6 сантиметров к верхней части. На детали рукава добавляем плюс 3 сантиметра. И вот такие у меня детали получаются. 2 детали рукава. Я добавила плюс 3 сантиметра и еще по 1 сантиметру на припуске. Также я хочу сделать еще закрывашки на рукавах и выкроила 2 детали. Высота 10 сантиметров и длина 15 сантиметров. Поскольку рукав он идет немножечко к заужению вниз, лишнее потом подрежется. 2 детали рукава из верхней части и из подкладочной части. Деталь переда из верхней ткани и из подкладочной.
деталь спинки со сгибом из верхней ткани и из подкладочной. В качестве утеплителя у меня Альпа Люкс плотностью 200 грамм. Накалываем верхние детали на утеплитель и в самый край прокладываем скрепляющую строчку. Выкраиваем утеплитель больше, чем основная деталь, потому что он припосаживается, и чтобы он ровно распределился и не сжевывался у вас, никак не стягивался, его выкраивайте больше. Хорошо скалываем иголочками и сшиваем. Вот такие детали получаются, 2 детали рукава, перед и спинка со сгибом. Лишние припуски все нужно срезать. Сначала я хочу собрать рукав. Вот у меня есть 2 детали, высота 10 сантиметров и длина 15 сантиметров. Будем их прикладывать к серединке. Сшиваем эти детали по 2 сторонам. Срезаем уголок, выворачиваем на лицевую сторону и по краю я сделаю отстрочку. И у меня получается 2 детали клапанов. Их нужно приложить к серединке. Я себе сделала разметку на рукаве, чтобы было мне более понятно. Прикладываю закрытой частью клапан и скалываю иголочкой. Затем по 3 сторонам я буду прокладывать фиксирующую строчку. Обратите внимание, что этот клапан нужно прикладывать один в левую сторону приложить, а другой в правую сторону, чтобы у вас получились 2 разных рукава, левый и правый. Вот такие у меня рукавчики получились. Один левый и другой правый рукав. Их пока откладываем в сторону и займемся деталью переда. Лицом к лицу скалываем детали переда и прокладываем строчку на машинке на ширину припуска. Вот здесь сбоку есть отметки, их нужно совместить. И от одной отметки до второй нужно проложить строчку. Вот так получается. Ножки пока мы не трогаем, их не нужно сшивать. Обязательно нужно все подрезать лишнее и сделать надсечки на скруглениях, чтобы у вас деталь ровно вывернулась. Делаем небольшие надсечки, очень аккуратно. Выворачиваю на лицевую сторону, выправляю все уголки. И затем нужно сделать отстрочку на ширину лапку по месту, которое мы сшивали. От края, там, где мы начинаем прокладывать строчку, нужно оставить 1 сантиметр не прошитым, то есть начинайте не с самого края, а вверх, примерно вот здесь вот на 1 сантиметр выше. Это нужно, чтобы вы потом спокойненько сшили детали, то есть это место на припуск. Деталь переда у меня подготовлена. Вот так она выглядит с лицевой и с изнаночной стороны. Теперь займемся деталью спинки. Берем ее и втачиваем рукава. Здесь есть отметки. Совмещаем нижнюю отметку и шов рукава. И на этом этапе обращайте внимание, чтобы сам клапан, вот он был с задней стороны. Это значит, у вас левый рукав, а другой правый рукав. Совмещаем все иголочками и сшиваем на машинке. Чтобы более ровнее у вас лег здесь рукав, можно сделать небольшие насечки, но очень аккуратно и небольшие. Затем проверяем, чтобы не было никаких складок. Ровно у вас сшился рукав хорошо с одной, со второй стороны. И теперь нужно сшить сверху, вот здесь вот под капюшон. Совмещаем детали, лицом к лицу скалываем иголками и прокладываем строчку на ширину припуска. Вот такая у меня деталь получается из верхней ткани. То же самое нужно сделать из подкладочной ткани, вшить рукава и сшить капюшон.
На передней части нужно зафиксировать снизу ножки. Прямо по лицевой стороне, самый край фиксируем. И теперь можно собирать наш комбинезон. Он шьется достаточно просто, ничего сложного нет, просто следуйте видео, и у вас все обязательно получится. Смотрите, берем деталь спинки и деталь переда, скалываем их лицом к лицу. Обращайте внимание на отметки. Их нужно совместить. Если у вас ткань более плотная или, например, ворсовая, вы шьете из плюша, то вам лучше сначала соединить этот слой. Но поскольку у меня ткань тоненькая, хлопок, без толстого утеплителя, я сразу по верху еще скалываю с задней частью подклада. Посмотрите, я ее приложила лицом наверх к верхней части спинки. Все хорошо нужно зафиксировать иголками. Все хорошо я зафиксировал, и вот здесь вот сбоку я оставлю отверстие для вворачивания. На выкройке там есть звездочки, по ним можете ориентироваться. Лишнее нужно обязательно все подрезать, все ниточки, и поставьте насечки на скруглениях. Затем через это отверстие выворачиваем. Вот такой вот хорошенький уже комбинезон у нас получается. Осталось отверстие, через которое выворачивали. И в самом конце мы уже сшиваем между собой рукава. Посмотрите, я руками вот так держу их, шовчики, чтобы они у меня не перекрутились. И второй рукой через это отверстие я вытаскиваю очень аккуратно наш рукав. Вытаскиваем его и посмотрите, как мы их будем сшивать. Они идут как бы навстречу друг к другу. Рукав из подкладочной ткани и из верхней ткани. Совмещаем все шовчики, раскладываем их в разные стороны, и рукав из подкладочной ткани я вкладываю как бы вовнутрь рукава из основной ткани, чтобы мне удобнее было их сшивать. Совмещаю по кругу и сшиваю на машинке. Расправляем рукав и проверяем на этом этапе, как он у нас вшился, чтобы все шовчики сошлись, не было никаких защипов, лишних ниточек. На этом этапе, если что, можно еще подправить. У меня получился очень аккуратный, хороший рукавчик, и я буду сшивать второй рукав. И также проверяйте, вот я выворачиваю на видео, посмотрите, клапан, чтобы он хорошо вшился внутри. Потому что бывает, что не всегда он захватывается полностью. Теперь на комбинезончике я совместила капюшон с изнаночной стороны, то есть я слои немножечко между собой скрепила. И затем нужно сделать отстрочку по вот этим вот сбоку закрывашечкам, по капюшону, и заканчиваем с другой стороны, где у нас идет закрывашка, обнимашка. На ширину лапки делаем отстрочку, а потом поставим контактную ленту, и наш комбинезон будет полностью готов. Контактную ленту вы можете поставить, как вам больше нравится. Можете несколько штучек поставить, можете одну. Можно поставить внутри, чтобы она фиксировалась. То есть поставить одну на деталь переда, а другую на вот эту вот закрывашку-обнимашку. Я поставлю одну ленту контактную вот сюда. У меня она 2 сантиметра шириной.
Вот так выглядит комбинезон, он полностью готов. Такой симпатичный, хорошенький получается. Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно быть подписанным на мой канал и оставить любой комментарий под этим видео. 7 января 2021 года я подведу итоги и выберу победителя, кому отправлю совершенно бесплатно этот комбинезон. Участвовать могут абсолютно все. Просто подпишись и оставь любой комментарий под этим видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех с наступающими праздниками. До новых встреч. Всем пока-пока.